Так, звук есть, картинка пошла. Смотри, то есть получается, мы живем в мире, где происходит дискриминация ног. То есть объясняю, что это значит. Я помню еще лет 10 назад, когда я приходил куда-нибудь в массажный салон, были еще, да, наверное, в России, мне кажется, до сих пор такое есть, что ты приходишь на массаж, это значит, вот как бы половина тела тебе отрубают, и вот начиная от поясницы и вверх пошел. От поясницы до шеи, да, там до головы. Как будто бы ноги, знаешь, как будто ноги вот как у ящерицы в детстве. Помните? Ящерицу за хвост берешь, хвост отпадает, ящерица убегает. Так вот, как бы отношение идет такое. При том, что, смотрите, вот мои ноги, это половина тупо тела, а твоего тоже. Ну, в принципе, от среднестатистического тела ноги являются половина. Слушай, а если у меня есть нечто половина, и, наверное, эта половина несет половину ответственности, половину функции, половину качества моей жизни, половину моего здоровья, и в том числе психологического здоровья. Вы просто не осознаете многие вещи, вы их не берете в голову. Но вот я вам сейчас говорю, а вы потом наблюдаете в жизни и начнете понимать, что это именно так и есть. То есть идет человек, идет девушка, красиво идет, сексуально идет. Как ты понимаешь, что она идет сексуально? Именно передвижением ног. Конечно же, всего тела, но это ноги делают. Дальше идем. Идет старый человек. И видно, что, не так долго осталось этому человеку жить. Как ты понимаешь, что он старый и не так долго ему осталось жить? Именно потому, что он еле передвигается. То есть там уже не ноги, а ходули. Дальше идем. Например, возьмем какого-то лорда, где-нибудь британский лорд, идет по своему имению. Как он идет? Он идет вот так, что это мое имение, и я тут лорд. Понимаешь? То есть наша психоэмоциональная структура в голове большей частью своей опирается как на эти корни, как для дерева, понимаешь? У дерева есть корни, и оно стоит. У крепкого дуба крепкие корни. Но важно здесь понимать, что крепкие корни это не означает накачанные вот эти вот ляхи. Нет, это скорее такое понятие, как жилистость. Если вот в вашем гражданском мире это называется жилистость, а в мире науки и моих знаний это называется ноги с иннервацией. Понимаешь, да? Крепкие такие, как у кузнечика. То есть, которые упругие и пружинят. А, соответственно, за счет чего они пружинят? У нас механизм вообще наших ног такой, что вот то, что называется вот голеностоп, да, вот эта нижняя часть, где стопа, вот от нее должно быть постоянно как катапульта. Тебя как бы откидывать должно. Каждый шаг твой должен быть откинут. Но в современном мире дело в том, что заговор это, не заговор, непонятно что, но специально сделали даже такую обувь, чтобы погасить вот эту пружинистость. Потому что обувь должна быть гибкая, подошва должна быть гибкая, потому что у тебя нога, подошва, она гибкая. А делают сейчас специально такую обувь, которая даже в модах, в трендах и так далее, которая абсолютно каучуковая. С твердой платформой. Да, и получается, смотри, люди как идут, они просто вот так вот, то есть топают на месте, потому что они не могут даже скрутить ее, сделать вот какой-то, знаешь, вот, пружинистость в стопе. Соответственно, после того, как ты не сможешь сделать эту пружинистость в стопе, каждый твой шаг, который ты будешь делать, он дальше, смотри, вот то есть бам-бам, куда идет взрывная волна от этого? В колено, сразу же. То есть следующим сразу же этапом разрушения, когда у тебя не будет вот тут все правильно ставиться, ты будешь ходить на своих коленях, колени будут убиваться. А у женщин еще того хлеще, то есть там каблуки. То есть прикинь, вот нога должна стоять вот так, но женщинам внушили, что она должна стоять вот так. И получается весь этот корсет абсолютно полностью изуродуется, коверкуется. И включается совершенно включается движение, как будто ты другое существо. Как будто ты не человек, а какая-то, получеловек, какая-то рысь, я не знаю, другое существо, понимаешь? Биомеханика, вся другое этих движений. И получается, смотри, убиваются ноги физически, колени убиваются. А психологически, если ноги брать за структуру, вот за палку, да, тут голеностоп, вот щиколотка, колено и бедро. А бедро получается попа. То есть это как бы одно и то же. Это часть ноги. Да. А попа, в свою очередь, уже привязана к инстинкту сексуальности и к нашему сексуальному поведению. И получается, мы живем в мире, в котором, мы как-то поговорим отдельно, я прям сделаю полноценный ролик, который будет называться «Инстинкт сексуальности», «Интимные зажимы» и так далее. Но в двух словах я вам объясню, что в современном мире сложилась очень странная система, в которой девушка, которая выглядит сексуально, как будто бы
она не имеет права так делать, потому что как будто бы быть сексуальной равно давать всем. Понимаешь, в чем бред Да, заключается? Да, то есть как бы, хотя на самом деле быть желанной и давать всем — это две противоположные вещи. Моя практика жизни показывает наоборот, что вещь, которой пользуется, это тот, которая является нежеланной. Просто взяли 2 ящика водки, Машку и повезли на речку, понимаешь? То есть это как бы не про то. А как раз тот, кто со статью себя подает, красивый, желанный, сексуальный, это вообще разные вещи. Но социальный прессинг, социальное давление, оно распространяется на это. И, соответственно, запрещено это, то. Сексуальность подвязана на область тела, ягодицы в том числе. Из этих психологических запретов твои ягодицы отключаются. Соответственно, человек, у которого выключены ягодицы, ему же нужно как-то передвигаться, вот по улице идти. И что он будет делать? Он идет, но у него колени калеченные, ноги здесь на ступне не амортизируют. И получается, в принципе, он ходит на ходулях. И вот эти ходули именно делают функцию передвижения, а ходит по-настоящему именно ноги вперед-назад делает поясница. Потому что, смотри, есть принцип компенсации. Соответственно, если у тебя что-то не выполняет эту роль, то кто-то другой должен делать двойную роль. Иначе в противном случае ты говоришь идти, а у тебя некому идти, и ты что, должен упасть или как ползти как тюлень вот так вот? То есть по-любому ты должен передвигаться. Все, и начинается то, что поясница не должна выполнять эту роль, но выполняет. А вы с чем приходите как бы к врачу, ко всяким проблемам и так далее? То есть с жалобой на боль в пояснице. А боль в пояснице, ее как бы не существует. Это последнее звено всех этих проблем, про которые я рассказал. Про ужасную обувь, про то, что ты убил эти колени на этой ужасной обуви, про сексуальность, которая закрыла твои ягодицы. И, соответственно, если бы ты восстановил свои ходули, если бы они превратились обратно в ноги, твоя поясница мгновенно бы ушла боль, мгновенно. Как это происходит, собственно, непосредственно на код фасции. Сейчас я объясню, с чем мы конкретно работаем и за счет чего вот уходит эта боль и вообще как это вообще вся структура работает. Я говорю, ягодицы отключаются. Что это называется? Во-первых, наше тело, все, с ног до головы, оно обвернуто в эластичную, тянущуюся пленку, прозрачную, которая называется фасция. В норме эта фасция типа вот такой структуры, как эластичная резинка. Она гнется, она эластичная, она упругая. Но фасция, помимо того, что это является, вот, как, например, мышцы, сухожилия, фасция, помимо того, что это инструмент именно физического тела передвижения, это также является инструментом нашего подсознания. За счет того, что там через вот эту пленку проходят нервные окончания нашей нервной системы. И, соответственно, как бы, когда тебе что-то приятно в этой жизни, автоматически происходит на психоэмоциональном рефлексе расслабление. Когда происходит что-то неприятное, травмирующее, негативное, происходит напряжение. И, соответственно, когда психологически любая травма, любое, это как бы напряжение, это агрессия, насилие психологическое или физическое. Соответственно, твоя фасция, она зажимается. А когда ты живешь под этим гнетом, вот напряжение нельзя, запрещено, это постоянно в напряжении. И со временем эта эластичная пленка, которая должна быть абсолютно гибкая, эластичная, превращается в фиброзную ткань. То есть она превращается в то, что теряет свои свойства. Оно не проводит электрический сигнал. Оно не тянется больше. Оно превращается в сухую материю. И получается, эта сухая материя уже прилипает к нашим мышцам. То есть она как бы комкает наши мышцы, потому что она обволакивает это все. И твоя мышца перестает быть эластичной, сильной. Она становится вот этой сухой, засохшей. И называется отключается, потому что все. Она не делает движения, которое должно делать. Оно типа его как будто нет. Оно меняет свою форму. Оно меняет свою форму, потому что вот, смотри, например, покажись людям, попу показывай. То есть это хорошая попа, ребята. Это упругая попа. Как вот, когда ко мне приходят клиенты, первое дело, что я делаю, одно из первых, это вот так вот, буквально, просто, пальцем. И если, все, хватит, понравилось, если отклика нету, то есть если ты как бы засунул, а там просто желатин, и ты как бы вот палец не в мышцу, а просто в какую-то вот в кисель вот такой вот поставил, все, выключено. Если долго выключено, то происходят даже такие попы, которых вы тоже видите, знаете, а может быть даже имеете, которые абсолютно как бы плоские, и которые аж вжаты туда, вовнутрь, ну то есть плоские, и у девушек, и у парней. Все эти формы вообще там различных, там у мамы таз не широкий, и у меня не широкий. То есть вот эти все сказки пора забывать, ребята. Вот с этим я буду бороться очень активно. И это мы изменим в головах людей. Что нет такого понимания, как генетика в том, в котором превозносит эта наука. Есть генетика, понятно, что вот
Есть вот такие здоровенькие дяди, тети, крупненькие, безусловно, есть. Есть более стройненькие, как Ирина, безусловно. Но вот эти формы, у меня не растет грудь, у меня нету попы, у меня узкий таз. Вот это все, этого не существует. Это все является формой того, что психологические травмы сковали твой вот этот фасциальный кокон, то есть фасцию по всему твоему телу. Она облепила, и все мышцы, кости, суставы, они все сошлись и сжались. И получается, все эти люди, которые не могут набрать вес, которые вот эти вот сутуленькие, которые там телом как будто 16, а у него голова от 50-летнего. Это все люди, так называемые тонкокожие, высокочувствительные люди, у которых зажат вот этот фасциальный кокон. Когда мы его убираем, то тело становится взрослым, мужским. Понимаешь, вплоть до всех вот моментов нашего тела. Грудь начинает расти. Конечно, она не вырастет тебе там 3 размер, но с 0 до 1 вырастет. То есть, понимаешь, да? И, соответственно, вот что далеко ходить? Смотрите, вот мое фото, и вот это вот, смотрите не просто на фото, худой, толстый, как вы знаете, ну, недалекие люди смотрят. Смотри, животик вот такой. Смотри, ты понимаешь, что там как каким-то образом кишечник, желудок, там вот все вот умудряется, вот в это вот все. И сейчас посмотри, какая у меня ширина этого всего, понимаешь, Это да? прям видно, что оно обтянуто тонкой пленочкой. Конечно, грудь, смотрите, как вот это все. Я называю гусеница. То есть гусеница — это когда таз, живот и грудь представляют собой просто вот одно чрево, один квадрат, вот без разделения на как бы вот тело. Оно просто вот единая гусеница, понимаешь? Такого быть не может. Все наши мышцы, все наше тело, оно должно быть прорисовано, образ, силуэт должен быть. Если нет силуэта груди, если нет силуэта таза, не расширяется, это значит, что вот эта фасция, как пленка, облепила. Идем дальше, смотрите, плотненький информационный прессинг происходит на этом занятии. То есть идем дальше, смотрите, любые вот эти формы, то, что относят в современном мире к эстетике, например, целлюлит. Нет, целлюлит — это когда вот эта фасция облепила плотно твои ткани тела, то есть там мышцы, ноги и так далее, да, сквозь эту фасциальную ткань она участвует во всех процессах. То есть она, вот смотрите, фасция, она обволакивает любую кровеносный сосуд, лимфатический сосуд, нервное окончание, мышцу. То есть это структура, из которого состоит все наше тело. И, соответственно, когда оно сжимает, это как пережатие труб. Пережатие труб, соответственно, что это вызовет? Пониженное кровообращение, пониженный лимфоток, то есть убирание грязи, то есть она, по сути, будет застревать. Итого мы получаем область, которая застряла, откуда не выносится грязь. Ну, уродство, вот эта корка. Да, смотри, это, другими словами, простыми словами, целлюлит — это грязь, вот, которая не вывелась из нашего организма, не может вывести, потому что там зажим, и который сверху плотно вот так вот пищевой пленкой обмотан, условно говоря. И то есть ты видишь вот эту вот корочку апельсиновую, это грязь, обмотанная фасцией, прижатой. Если мы непосредственно физически вырвем прям вот эту область, вот которая, вот она здесь, ты так пиш-пиш-пиш-пиш-пиш-пиш сделаешь, то через 3 дня корка будет явно заметно меньше. Если ты повторишь такое через неделю, корка станет еще меньше. И то есть, в принципе, за пару недель можно избавиться от очень значительной степени целлюлита. Дальше идем, смотрите, если мы возьмем, с чем там люди страдают обычно еще. Эти самые звездочки, например, звездочки. Да. Варикозное расширение вен, звездочки тоже. У меня варикозное расширение вен. Прекрасно. Понимай, что это значит. Что такое варикозное расширение вен? То есть это такой же принцип. Твои ноги, по ним идет кровь, вверх-вниз. То есть венозная, артериальная. Соответственно, когда пережимает, и кровь не может выйти, не может пройти, не может циркулировать как надо, то получается, она просто разбухает, эта вена, она выходит аж на поверхность, она не может пройти, понимаешь? То есть нет должного движения этой крови туда-сюда. Но почему нету? Если вены, вот они, то есть это как трубы, почему не проходит? Пережала, потому что что-то извне этой же фасции пережало. Ребята, нужно видеть этот мир уже по-другому, через вот код фасы, через другой взгляд на человека. Видеть, как оно есть. Дальше ты говорила, что там, напомни мне? Я говорю, что часто ноги ноют, болят, воют. Вот, да, крутят там, вот это вот все. Что значит крутит? Кто там тебе что выкручивает? Вот ты лежишь, тебе крутит. Что это такое? Это значит, что смотри, у тебя есть рост твоего мышечного скелета, то есть рост твоих мышц, ширина, объем твоих мышц. И есть вот этот сверху фасциальный кокон. Да. К примеру, я всегда люблю говорить людям. Например, у меня рост 1,85 м. Вот, соответственно, рост 1,85 м, фасциальный кокон должен быть 1,85 м. Да. Если он по причине длительного напряжения стал меньше, и он тебя как бы обтягивает, зажимается,
То есть это получается эффект, что как будто бы ты залез в одежду размером на 1 меньше. Например, ты носишь XL, а тебя засунули в L. Что происходит? То есть сморщивание всего тела. То есть плечики идут как бы вперед, тебе узенько, сутулость появляется. Везде тебе обтягивает, некомфортно. Вот, а теперь представь, если у тебя не L, а что там следующее? M, еще меньше, M. То есть тебе начинает давить прям, конкретно давит. Ну да, не дай бог S, то есть конкретно M, допустим, давить. И вот, соответственно, твои ноги, вот как вот эта вот структура, мышечно, например, метр, а фасция там 80 сантиметров. И то есть оно в такой натяжке, что оно вот, ты в сторону ногу убрал, судорога. Почему? Потому что этот маленький кусочек не хватает, оно натяжку тебе, схватило, поймало, блядь. Ты ищешь. А что ты делаешь, знаешь, кстати, что от судороги помогает, от очень сильных судорог? Бывают такие судороги, что человек сознание теряет от боли. Помогает иголкой укол. Потому что рефлекс фасции на укол сбрасывает это все. Отлично, то есть здесь этот момент прояснили. Ну и соответственно, понятное дело, что если у тебя маленькая, не хватает, то тебе нужно просто сделать больше. А проблемы придут такие, о которых ты даже не догадываешься. Например, такие проблемы, как болит шея. А я тебе говорю, нет, не шея, ноги. Ты говоришь, у меня давит вот здесь, вот в верхней половине, там между лопаток. Я говорю, нет, ноги. Почему я так говорю? Потому что ты стоишь на ногах. Ты существо вертикальное. Кокон снизу вверх идет, снизу вверх. А теперь представь, вот у тебя рост идет 1,85 м. Тебе не хватает 10 сантиметров этого кокона, потому что он сжался. Где эти 10 сантиметров закончатся? Ну вот, смотри. То есть у тебя вот весь рост, и у тебя не хватает 10 сантиметров. Вот сверху отними 10 сантиметров, и будет вот тут на уровне шеи. И давить тебя будет на уровне шеи, понимаешь? Наше тело обвернуто вот в этот вот эластичный фасциальный кокон. Если вы научитесь с ним работать и сделать его больше, у вас пройдут большинство психологических проблем. Потому что наша психологическая проблема, как мы называем? У меня напряжение, то есть я не могу, я в 200 напряжении. Ты говоришь, это имея в виду в голове, а я тебе говорю, это не в голове. Это в теле подается импульс уже из тела в голову. Соответственно, даже когда ты идешь в медитацию, ты не можешь расслабиться и медитировать, если у тебя не сбросится напряжение из тела. И в тот момент, когда у тебя в голове, мне стало тихо, спокойно, это ты и задышал по-другому, и все. То есть первично расслабляется тело, а уже из тела ты дальше получаешь состояние психики. И все наши неуверенности и так далее, раз вот ты в начале ролика говорила, а что дают ноги? А вот я тебе говорю, ноги дают вот эту самую истинную уверенность в себе. Потому что наш психоэмоциональный рефлекс работает таким образом. Если ты что-то можешь сделать физически, значит, получаешь разрешение психически. То есть, условно говоря, ты не можешь отказать, постоять за себя, сдержать свое мнение. Вот это все, потому что ты как бы физически стоишь на ходулях. Тебя вот так толкнешь, и ты расплылся, понимаешь? Да. А когда тебя толкнешь, а ты как вкопанный стоишь, и все, и человек... Ему даже не надо тебя толкать, он это подсознательно считывает, потому что мы друг друга считываем. Потому что я, когда играл в футбол, был 18-летний пацан, а я качался, 95 килограмм, рама, такой здоровый весь качок, типа, да? А на самом деле это кисельное, потому что качки это вообще не про силу, качки это про херню полную. Это про визуал, который раздут, и не о том тема. Сейчас только хейта насобираю. Речь о том, что против меня в футболе, я центральный защитник, скала, против меня нападающий 70 килограмм, парень худощавый. Но не дай бог, вот с ним бежишь и плечом к плечу, не дай бог. Ты не то, что вот ты в него ударишься, ты, во-первых, отлетишь, но у тебя еще и плечо отлетит первое, понимаешь? Потому что вот именно понимаешь, вот представь, если человек может быть каменный, вот высечен из скалы, и ты в него врезаешься, ты не врезаешься в мягкую структуру, ты врезаешься просто вот в эту иннервацию, вот просто буф, какой-то энергетический щит, и тебя в сторону вот так вот еще. И помимо того, что в сторону, у тебя болит прям. То же самое в армии, когда я служил, были огромные ребята, по 2 метра деды там били вот это все. Но был один паренек, который визуально фигурой не отличался. Но только не он, потому что он тебе сразу один удар, и ты спишь. Один удар, и ты спишь. Потому что наша сила, это не является нашими мышцами, это не является вот этим всем. Наша сила, это с какой скоростью энергетический импульс внутри тела по нейросистеме. И вот эта скорость сигнала
создает вот это ускорение усилия, и получается то, что мы чувствуем как бы как мощь, как удар, как вот это вот все, скорость, Поэтому сила. некоторые и разбивают. Да, поэтому как бы это все происходит. И, соответственно, наши ноги, когда они являются без зажимов, они являются идеальным проводником этого сигнала. И поэтому они становятся сильными, здоровыми. Понимаешь, как развили людей? То есть сила заключается не в том, что как раз наоборот закачаться и стать зажимным, забитым. А сила настоящая происходит именно там, где наоборот свобода перемещения сигнала. И получается, любой человек, который занимается каким-то вот таким именно прокачкой этой иннервации, при равной весовой категории, вообще это будет просто детский сад. Это просто будет даже рядом не стоять, это будет, он его швырять будет просто вот так. Просто внешне выглядит огромная масса, а по факту... То же самое, когда я пришел тоже в армию, только помню. Он такой: о, смотри, какой, а ну иди сюда, типа, молодой, давай иди сюда, типа, ты будешь сейчас бороться со мной. Ну, дедушка уже такой, знаешь. Ну, и я думаю, ну, в натуре, чтоб не побороться, там, ну, 70 килограмм где-то тоже примерно, я такой 95, вроде тоже после качалки. Так он меня швырял просто, понимаешь, как ребенка просто. А потом, когда я год отслужил, и нас же вот это дрючили, там все, турники и всякое такое, то есть нас как бы прокачивали очень серьезно в плане силовой. Была и дедовщина, это плохо, но было и воспитание физической культуры, вот это все. Это хорошо. И по итогу, когда уже получается, ну, он уже практически дебилевался, через полгода даже получается. Я с ним уже в спарринге, и мы уже практически были на равных, понимаешь? При том, что я скинул 20 килограмм. То есть я стал с ним... Я качал какой-нибудь качал, когда спать не можешь, не то, что там качаться, там есть не можешь, тебе не дают ничего. Но ты просто вот... Сила, ребят, это не про это, понимаете? Поэтому если у вас получится пробиться через вот вашу старую призму восприятия, каких-то болезней, симптомов, разрозненной системы, и увидеть то, что я вам говорю, это революция, это инновация, это по-другому вообще вызывает все наши отношения с психикой, наши отношения со здоровьем. Это вообще самоощущение. То есть, оказывается, твоя неуверенность живет не на уровне мыслей в голове, оказывается на уровне застрявших импульсов в твоей фасциальной ткани. И оттуда приходит сигнал в твой мозг, который тебе говорит: ты слабый, ты неуверенный, потому что этот сигнал застрял в то время 25 лет назад. А ты его сейчас слушаешь и думаешь, что это твоя мысль. А это просто восприятие этого сигнала твоим мозгом как анализатором. То есть получается вообще все с ног на голову. А вам получается все говорят: да что ты понимаешь, то есть первично мозг, а все остальное. Мозг, послушай меня, мозг работает в двух режимах. Генератор и анализатор. И как генератор он первичный, то есть он может создавать мысли, например, я хочу пойти в магазин, это он придумал. Но как анализатор, когда он получает из тела определенный импульс, посыл, в котором говорится: мне больно, мне страшно, он этот импульс возьмет и такой начнет по сторонам смотреть, что происходит, где, откуда больно, страшно. Он не понимает, он ищет причину, отпиарить, почему больно, страшно. И начинает придумывать: а это потому что, я не знаю, там, я боюсь, что что-то произойдет. Я боюсь там за своего ребенка, я боюсь за своего мужа, я боюсь там за кризис, за то, что ипотека. Ты начинаешь придумывать почему. А на самом деле это просто импульс, ребята. Это импульс из тела приходит в голову. Если мы его оттуда убираем, прямо оттуда, в голове не будет этого импульса и не будет последующих причин. Именно вот на таком принципе работает хроническая тревожность, панические атаки и так далее. Именно на таком. Это тоже убирается очень быстро и автоматически. И те, кто это, кстати, слышит и понимает то, что ты говоришь, те сразу вот прям офигевают от того, насколько это круто, просто, легко и быстро работает. Я тебе скажу так, что вот я читая комментарии, я вижу две группы людей. То есть одни, как будто бы, знаешь, хотят в своем невежестве остаться в 19 веке, а другие просто с первого же видео говорят: все, это то, что я искал, это гениально. Вот. И, ребята, поймите, вот всегда, когда идет полярность мнений такая сильная, это значит, что за этим что-то стоит. Да. Потому что, например, я ненавижу Месси, я обожаю Месси. Это потому что Месси величина, понимаешь? Тот, кто не имеет ничего под собой, подоплек, о том не говорят, не видят, не слышат, нету разницы мнений. Там просто, ну, Дзюба, условно говоря, это Дзюба. Все согласны, что это как бы, ну, это Дзюба, да? Нету вот этих полярностей мнений, это просто Дзюба, да, Артем Дзюба. То есть, ну, без обид Артем Дзюба. Я просто говорю, что когда идет величина огромная чего-то, информация, когда разрывает шаблоны, она воспринимается вот так. И всегда вот там о биткоине, да, всегда, и до сих пор говорят, один говорит, что это скам, другой это, только кто говорит, что скам как был в коммуналке, так и остался в коммуналке. Тот, кто поверил в эту штуку, уже сейчас сидит и вот смотрит вот так вот, по крайней мере, на мир, да, с таким видом. Покажу вам, кстати, красота просто неимоверная. Почему я смотрю не на вас, а туда? Потому что мне это больше заряжает, и я смогу вам энергию выдавать больше. Ребята, прислушайтесь, пожалуйста. То есть, смотрите, есть один горловой зажим, видео у нас есть. Есть про область личности зажим.
Есть уже на канале, где мы с Ириной постарались для вас дать то новое мировоззрение, эту инновацию эту. Посмотрите, поймите, почему, как. Переходите вот в группу, у меня есть группа специальная, посвященная код фасты, вот этому методу моему. Почитайте, там 12 разделов, почитайте почему. Официальный сайт есть, код фасты, зайдите, посмотрите. Ну, понимаете, не может человек на протяжении 10 лет, как я этим занимаюсь, просто гнать какую-то пургу на месте, подняться, начать работать со звездами, то есть посмотрите визуал на все, и это просто что, ни на чем? Ну, думайте головой же, просто откинь, логика, кто убрал логику? Вот если бы она была бы, то не было бы всей этой глупости, потому что... Посмотрите на самого человека, как он поменялся. Конечно, то есть посмотрите туда на фотки и сейчас, как Ирина. Ну, блин, это же харизма, огонь, это все отсюда берется, ребята. Нет ораторских курсов, нет каких-то там вещей. Это именно вот от того, что я стал собой. И любой человек станет собой как раз-таки без каких-то там психологических упражнений, без там вот этих тренингов, повторений чего-то, без откатов, без вот этой всей фигни, которая происходит в психологии. Потому что в современной психологии даже и не пытаются вас починить. В современной психологии говорят вот так. У вас есть проблема, мы тебе дадим оружие против этой проблемы, чтобы ты с этой проблемой вместе мог в социуме более-менее передвигаться. Там не говорят, что они могут это решить, вообще даже не пытаются. Большинство проблем. А те, которые решают, давай поговорим о папе, о маме, о детстве, и вот оно пошло капать, да, там 10, 15, 20 сеансов. Кто-то ходит по 5 лет, ну еще как ходишь, там нормально все. Да так, типа, вроде лучше. Ну, вроде лучше за 5 лет. Это как в школе мы учим английский. 11 лет, а потом что? Hello, how are you? I'm Лена Стогова, да? То есть вот эта вот вся глупость. А на самом деле английский это вообще по-другому, да? Это в жизни, это типа, да, и пошло вот это вот как в жизни с реальным человеком, с реальной энергетикой, другой английский. Я учил 10 лет в школе, 5 лет с дурацкими репетиторами, а потом просто переехал в Европу, начал общаться просто с живыми людьми, и сейчас я разговариваю на английском. То есть, понимаете, вот то же самое и здесь. Эти академические херни, их спустили сверху отсталыми вот этими классическими квадратными головами, знаешь, вот типа вот так, вот так, вот так. Уже давно вот мы вот таким образом плаваем, а они еще вот так вот потихонечку. Да. То есть через 15 лет они такие, ну да, наверное, в этом что-то есть. А еще через 15 внедрят, а тебе будет 73. И куда ты уже потом дернешься с этим 73? Хотя вот, кстати, писали тоже в комментариях, типа, о, мне 60 лет, значит что, все в моей жизни конец? Не путайте, я говорю всегда, что 63 это конец твоей жизни для того, чтобы ты дал что-то миру, потому что надо быть реалистом. Когда тебе 63, хрен ты что-то уже сдашь, потому что надо длинный путь пройти. Но в твоей жизни личной, в счастье, в спокойствии, в комфорте, в самочувствии, ты можешь и в 73. Даже в красоте. И в красоте. Измениться может очень, в энергетике. В энергетике. У меня мама, тому живой пример. Да. Как можно не увидеть, вот если сейчас фотки вставлю, вот это было и это стало. Разница практически там в 7 лет. И в критических 7 лет, между 50 там, и 60 практически, да, но человек стал гораздо лучше, свежее, интереснее, сексуальнее, симпатичнее. То есть настоящая женщина, а не уже бабушка. То есть оно, наоборот, откатывается все. И самый старший у меня человек, который вот прошел мою программу, женщина, это 73 года, то есть она чисто с физическим запросом пришла и получила даже больше, чем она себе представляла. А мужчина тоже лет 75, помнишь, Владислав, вот такой взрослый тоже мужчина, лет 75 ему. Тоже глаза такие, да, благодарил и так далее. То есть это работает, начиная с 18, потому что просто, ну, раньше я не собираюсь брать ответственность, как мы говорим о взрослых людях, 18 лет. И вот заканчивая с тем, сколько ты пока понимаешь меня, имеешь руки, слышишь меня и вот. Главное иметь русский язык в голове, потому что тяжеловато будет на иностранном. И все, это как бы единственное условие. Если ты понимаешь, что я говорю, если ты видишь мое видео, если у тебя есть руки, ты получишь результат. Все. Да. Я на обучение выстраиваю так, что специально не употребляю ни одного термина, я специально не употребляю там какая-то там мышца вот такая, трехступенчатая, трехбревна, вот эти вот все там дигитальная плоскость. Это они от вас ушли в сторону специально, чтобы вы их не понимали. Как юристы делают, они рассказывают себе сказки на этом языке, на самом деле там можно объяснить простыми словами. Но они рассказывают сложными словами, потом берут с вас комиссию и делают эти услуги. Пролетариат, объединяемся, восстанавливаем свое здоровье. Потому что одно дело больница, официальная чиниться здоровья, а другое дело, каждый человек имеет право на свое собственное оздоровление. Вот это именно оздоровление психики и тела, которое может дать феноменальный результат. До и после. Опять же, в группе посмотрите, разные лица, разные глаза, разное восприятие, разная психика. Потому что мы состоим из этого кокона.
Мы состоим из этих застрявших импульсов. Когда они обновляются, весь слепок твоего восприятия мира меняется. И ты визуально меняешься. Короче, я уже даже устал так гореть. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Хейтеры пишите все. Я всех смотрю. Я даже иногда часто смеюсь. Только не пишите тупость, пожалуйста. То есть, как немножко конструктивизма. Если не надо только прошу, не надо вот это опять. Открыл, там, ты что, типа, о Райхе не слышал, о Вильгельме Райхе не слышал, то, почитай хотя бы у меня в телеграм-группе, почитай, я там давал ответы, сравнительные анализы, почему то отстало, что я конкретно даю. Вы хотя бы потрудитесь немножко уделить внимание, чтобы потом критиковать, иначе вы просто пустословы получаетесь. Поэтому я люблю более, чтобы было, во-первых, позитивненько, во-вторых, чтобы, по крайней мере, было аргументировано, а не просто, что ты... Хорошо, спасибо, Ирина, есть что добавить? Ой, я могу только про ноги немножко сказать, что всегда это было моя слабое место, и, конечно, я шла туда в самую последнюю очередь, я делала именно ноги. Да, делать тяжело, но когда ты понимаешь, какой там реально потенциал закопан. Потенциал огромный, и очень сильно большие результаты я получила именно когда я делала ноги, потому что там и инстинкт сексуальности раскрывается, и ты идешь, и более ты, взрослый, там самодостаточный. Много и стресса, и сексуальности. Да, ты и взрослый, и самодостаточный, и ты идешь, и у тебя меняется сильно походка, и ты чувствуешь свои бедра в том числе, и ты идешь по-другому. Ты чувствуешь ноги, они у тебя до этого ты странно их чувствуешь. Да, вот смотри, кстати, есть что добавить. Да. Вот вы когда идете, попробуйте просто сконцентрировать внимание и понять. Вы осознаете, что вы на самом деле не чувствуете, на чем вы идете. Не чувствуете, реально. Вы, кстати, все тело так слабо чувствуете, если просто честно. Что-то идет, как-то идет. А когда ты сделаешь это все, ты чувствуешь каждое касание сантиметра. То есть ты как будто нифига себе, у меня, кажется, ноги. Оно плывет, оно плывет само, как структура. Тебе удобно стоять, тебе удобно сидеть. Мне, например, стоять, если я встану, я могу стоять, мне стоять может быть едва ли неудобнее, чем сидеть. То есть я могу стоять реально 3 часа, 4 часа без проблем. Да. Потому что на самом деле здоровое тело, когда оно правильно выстроено, оно стоит просто как башня, стоит удобно. И все. Я еще ногами занимаюсь, у меня просто они были очень запущены, я в пути. Но я вам скажу, что результаты такие, что я не ожидала даже сама, что ноги именно такой клад закопан. И всегда кажется, что там те ноги, хочется там тут, везде, но только не там. Там на самом деле. Потому что всегда, оно ж не болит, а болит где-то там спина. И идешь ту спину делать. Или думаешь, в животе у меня что-то где-то сексуальность, идешь туда. Самое главное, кажется, что там нет никаких психологических подоплек. На самом деле там получается и стресс, да? Именно глубокий, за выживание. За выживание. И личность глубинная, которую ты себя самоощущаешь. И сексуальность. И что тебе можно, что тебе нельзя. Да. И знаешь, чем оно просто отличается? Тем, что получается, например, если ты делаешь живот, то ты там проделал, и результат здесь и сейчас, прям через минуту. То есть ты прям сделал, ты такой, берсерк, уже идешь на улицу, все, покорять мир. Да, там много а ноги, они более плавные во времени, и ты даже не понимаешь, что в моменте что-то изменилось, а потом постфактум смотришь, думаешь, ни хрена себе, я тут так делал, а тут так. То есть они работают более серьезнее, глубже, но более по времени растянуто. В этом разница. Я бы сказала, что очень много прогонов, именно дебильных прогонов, они сидят именно в ногах. Раздражительность, ноги тоже. Если вы какой-то тревожный, нервозный, паникер, это тоже все тоже. Если вы какой-то раздраженный, злой, срываетесь, это тоже все Когда, знаешь, в голове какая-то херня, херня, которая тебе не нужна, она сидит. Это тоже икры. Икры, пожалуйста. То есть об этом мы подробно останавливаемся, каждую зону проговариваем. Я только думаю, может быть, еще просто объяснить людям, например, что просто хотя бы что им делать в данный момент, и чтобы как понять, что у них ноги не в порядке. Я уже не раз говорил, например, когда с животом мы работали, я показывал видео про живот, что когда ты хочешь проработать живот, то тебе нужно делать именно не щипок, так туда брать и тут что-то делать, а от тела вверх. От тела вверх, понимаешь, сильно. То есть сильно взял, схватил и вверх, и вверх, и вверх. То с ногами, по крайней мере, попробуй так же самое, по бедрам, по икрам. Схватил и вверх, схватил и вверх. Попробуй их хотя бы, если они такие вообще настолько деревянные, не слушаются, дико больно, попробуй хотя бы просто, я в кадре, наверное, виден, да? Да. Попробуй хотя бы просто взять такую клешню, граблю, и немножко напрячь, и по верхнюю прям разорвать, пошкрябать. То есть представь, что тело обдернуто этой прозрачной пленкой. Да. И оно поверху, по поверхности, там где кожа. И попробуй кожу просто немножко понимаешь, да, разорвать, разодрать по всем ногам. Да. И ты уже ощутишь сильный результат, но это абсолютный колхоз и крестьянская техника, но даже это уже даст тебе определенный результат.
А можно с этим работать вообще по-другому, как я учу, то есть как экскаватором. Не вот это вот дебилизм этот весь, а фасальный декодинг, когда мы подключаемся к этой фасе, прорабатываем, вытягиваем. Это вообще другой уровень. Да, и ты просто типа... Можно просто очень мощно прорабатывать. Ноги-то большие и достаточно сложные, но когда ты делаешь вот правильно, оно очень быстро прорабатывается, а результат приходит сильный. И крутой результат, потому что это ноги. Ноги безумно важны. И как только вот вы это все сделаете, хоть чуть-чуть, хоть 3% ощутите, мы начнем разговаривать на одном языке. В этом-то дело. А вы можете сказать, так а что ты мне не покажешь, что не сделать? Так, ну как я тебе покажу? Ты понимаешь, что чтобы мне тебе это показать, мне нужно тебе научить фасальному декодингу, мне это все нужно сделать. Потом техники оживления. Это что, я тебе в один ролик 5 часов должен лупить или что? Или ты предлагаешь мне делать это все просто бесплатно для тебя, сделать обучение, все, что я шел 10 лет, просто для тебя, а сам что, пойти на завод, что ли? Ну, типа, вы думаете головой, реализмом. То есть я и так уже открыл тебе, я и так тебе даю то, что изменит твою жизнь, а ты еще говоришь, я не хочу просто продукты, ложку возьми, рот, вот такое, ну что за свинство, ребята, ну капец просто. Мне вообще это никто не открывал, я это сам шел, головой бился, открыл это все. То есть вам уже не нужно ничего придумать. Повтори, это твоя жизнь. Мне все равно, что будет с тобой. Сколько в России? 127 миллионов. Да, нет, это твоя жизнь, а не моя. Моя жизнь, у меня все хорошо. У людей, которые делают, хорошо. Немножечко как бы инфантилизм на минималочку давайте и взрослость немножко включаем. Как бы это ваша ответственность, ваша жизнь. Я готов помочь, но тому, кто хочет, тот, кто делает шаг. Вот это как бы последнее, что я хотел добавить. Надо всегда людям давать удочку. Удочку нахрен, рыбу я не дам тебе никогда. Съешь рыбу, опять захочешь есть. Я тебя должен кормить, что ли, как иждивенца? Я тебе удочку даю, ну реально. А плюс я бы добавила, что ноги, они вообще не в первую очередь делаются, есть особая структура. Да, еще и об этом, но я про то и говорю. То есть вы не понимаете, это целая как наука, глубинное знание, инновация. Гениально, просто, но все равно это как бы целый раздел, неизведанный в мире до этого. И это невозможно впихнуть все в одно. И плюс, чтобы что-то сделать по-настоящему крутой результат, получить крутой, нужно очень мощно в это погрузиться, понять, что и как работает, почему и как поломалось, и тогда ты легко это все... Уважение, банально. Уважение к чему-либо. То есть вот ты приходишь куда-то в новую какую-то сферу, отрасль или чего-либо, к знаниям, к интересу чего-то. Уважение, любознательность, желание погрузиться. Если, не дай бог, сейчас кто-то опять начнет писать, вода, там, водолей, вот это все. Ну, соберите свое клиповое мышление. Вода — это когда человек говорит херню и по кругу делает одно и то же. А я тебе говорю о вещах, которые в мире вообще как бы не открыты. Я тебе о них говорю с такой позиции, которая вообще типа может изменить твою жизнь. Это не вода, ребята, это у вас клиповое мышление на 10 секунд хватает. Вода — это когда человек продает воздух. Ну, и когда он повторяет одни и те же вещи по кругу. Да. А я говорю вообще типа вот тут вот так. Это типа супер сверхценно, супер интересно. Поэтому, ну, это как бы к вопросу о нашем диалоге, что я все читаю, все вижу. Если я реально чувствую где-то, ну, не прав или где-то там надо подменить, заменить что-то, я это меняю. Но когда я вижу как бы глупых людей, неосознанных, неблагодарных, да, благодарность, всегда пишу в комментариях. Ну, так нельзя. Ты не можешь как бы плевать и кусать за руку, которая тебя кормит. Но это некрасиво, ребят. Давайте как-то быть уже немножко цивильными, культурными, добрыми, благодарными. Действительно. То есть мы это делаем, мы бы могли лежать сейчас, купаться в бассейне, могли бы пойти на море. Мы стоим, записываем это для того, чтобы пробудить людей. То есть это должно быть взаимное уважение. А вы смотрите, вы как бы все равно вам интересно, вы развиваетесь. Поэтому тут нет места раздору, негативу и так далее. Мы за позитив, за доброту, за изменения. И я хочу, чтобы меня окружали такие люди вот на таком же вайбе и вибрации, как я. То есть на позитиве, беззажимные, легкие, интересные, к которым тянешься, харизматичные. Поэтому мы все для этого делаем, а вы тоже тянитесь к нам, и вместе мы, короче, будем менять этот мир. Увидимся на следующем занятии. Пока.